Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы на нашей любимой лане снова будем ставить эксперименты. Сегодня все наши 5 пальцев будут совершенно разные, но посвящены одной теме. Мы будем делать стемпинг. При этом стемпить мы будем при помощи гелевых красочек и разберемся, что же такого интересного можно сделать при помощи гель-красок и гель-лаков. Готовим наш первый пальчик, покрываем его цветом, хорошенечко просушиваем и после просушки выделяем для себя ту зону, которая будет под стемпинг. В данном случае я решила выделить ее белым цветом, хотя можно было взять и какой-нибудь голубой, сиреневый, в общем, любой оттенок, который вам нравится. Я решила, что белый будет максимально контрастно. Перекрываем наш пальчик финишным покрытием, потому что нам не нужен никакой липкий слой от предыдущего гель-лака. И при помощи скотча заклеиваем для себя те места, куда мы не хотим, чтобы попал наш стемпинг. Да-да, используем самый обычный канцелярский скотч, который нашли у себя под руками. Ну а теперь переносим стемпинг при помощи гелевой красочки, как я вам уже говорила. Отпечатывается он ровно на те места, которые не защищены при помощи скотча. И ровно для того, чтобы сделать втирку пигментами поверх краски для стемпинга, был проделан предыдущий этап с перекрытием финиша, потому что нам не нужно, чтобы пигмент втерся туда, куда нам не нужно. Нам нужно, чтобы он остался только на тех линиях, которым нам необходимо. Поэтому весь пальчик был перекрыт финишным покрытием и забафлен во избежание втирания пигмента. Украшаем границы нашего стемпинга при помощи точечек. Это уже опция по желанию. Кто-то хочет выделять точками, кто-то не хочет выделять точками, поэтому можно было остановиться еще на втирке. Или, как обычно, остановиться просто на стемпинге и уже и без втирки, без ничего совершенно. Единственный нюанс: всю красочку, которая попала на кожу, нужно вытирать до того, как пальчик будет помещен в лампу. На этом пальце я это забыла, поэтому красочка у меня немножечко на кутикуле высохла. В принципе, это, конечно, ничего страшного, потому что когда руки помоются, буквально за одно мытье краска оттуда снимется. Но, тем не менее, если мы хотим сделать красивое итоговое фото, его придется отколупывать. Ну, в смысле, придется отколупывать не фото, а красочку с кутикулы. Для второго дизайна мы выбрали вот такой вот красивый бирюзовый оттенок. Очень интересный цвет гель-лака, как сам по себе он тоже очень замечательно смотрится. Здесь мы с вами будем делать стемпинг в два цвета. Сначала отпечатываем черный рисунок, а потом на штампике сразу же вытираем кусочек беленького. К сожалению, это у меня вышло все совершенно не в резкости, поэтому я это вырезала. Но я вам рассказываю. Сразу на штампе вытерла все лишнее белое, отпечатала только вот эту вот одну веточку и уже ручками дорисовываю те моменты, которые мне кажется, что здесь не хватает. Опять же, стемпинг — это, конечно, хорошо, но в чистом виде стемпинг я для себя, например, не очень понимаю, потому что все равно какие-то моменты под кутикулой, возле боковых валиков, еще где-то хочется дотянуть и довести. А чтобы их дотянуть и довести, нужно все-таки уметь рисовать. Третий пальчик будем делать под присыпку акриловой пудрой.
То есть мы покрыли пальчик, покрыли его матовым топом, наносим стемпинг и засыпаем акриловой пудрой по непросушенному. У нас получается акриловая пудра впитывается в жидкую краску, которая у нас еще не высохла, и дает дополнительный объем нашим элементам. Следующий дизайн будем делать в технике реверсивного стемпинга. Мы отпечатали дизайн на подушечку, подсушили на подушечке немного, и теперь понимаем, что в принципе нам очень тяжело будет перенести его на пальчик. Но если у нас будет очень активный, хороший, липкий слой на пальце, то у нас на него отпечатается совершенно все. Итак, пигментом закрашиваем какие-то элементы, которые хотим, чтобы были золотые. При помощи гель-лаков разукрашиваем оставшиеся части. Подсушиваем в лампе. То есть все, что у нас на подушечке, все у нас просушено. На пальчик я нанесла гель для литья, который продается у нас в магазине, ссылочку оставлю в описании. У него именно такой липкий слой, на который переводится все, что только может перевестись. Именно благодаря этому липкому слою весь просушенный материал со штампа переносится на наш ноготочек. Нам необходимо убрать только излишки. Если где-то по контуру ногтя, то лучше это сделать пилочкой. Если в районе кутикулы, то убирается спокойненько и пальчиком. Ну а на большом пальце мы решили сделать стемпинг на сложном фоне. В данном случае здесь дело не в стемпинге, а в фоне. Чем сложнее и интереснее будет фон, тем интереснее будет смотреться наш стемпинг. Я решила создать фон при помощи вот таких вот акварельных капелек. Очень интересные фоны всегда получаются. На наш полностью готовый фон переносим дизайн при помощи стемпинга. Выбираем такой вот интересный орнамент. У меня этого орнамента было больше, я все лишнее сразу же на подушечке вытерла. Если где-то какие-то места не допечатались, дорисовываем их и при помощи тоненькой кисточки. Опять же, стараемся полностью повторить толщину линий, которые были изначально в стемпинге. В принципе, поскольку краска гелевая, то она не обязательна к перекрытию при помощи финишного покрытия. Мы ее вполне можем оставить именно в неперекрытом виде, и она замечательно будет носиться. Но поскольку это у нас лана, мы помним, что лане можно все только под матовый финиш, то мы перекроем при помощи матового топа.
Белые вензелечки рисуем поверх просушенного матового покрытия. Вот, собственно говоря, и все. Наш эксперимент со стемпингом считаю удачным. У нас получилась целая рука, 5 разных замечательных, совершенно не похожих друг на друга дизайнов ногтей. Вот такой огромный ассортимент дизайна ногтей у нас получился. Напишите в комментариях, какой пальчик вам понравился больше всего. Проверим, какой же дизайн получился лучше всех. Мне очень интересно ваше мнение. Например, мой любимчик — это мизинчик и указательный. Указательный вообще фаворит. Ну а ваше мнение жду в комментариях. На сегодня же у меня все. Я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!